«Да здравствует дружба между ЕС и Арменией». Эта фраза перестала быть просто дипломатическим жестом и все отчетливее превращается в политическую реальность. Запись на армянском языке, сделанная председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, стала не символическим комплиментом, а публичным подтверждением того, что отношения между Арменией и Европейским Союзом вышли на качественно новый уровень. Первый в истории саммит Армения-ЕС, прошедший в Ереване, зафиксировал простой, но крайне важный факт. Брюссель больше не рассматривает Армению как периферию или серую зону, а видит в ней партнера, с которым можно и нужно строить долгосрочную стратегию. Подписанная по итогам саммита декларация из 44 пунктов и закрепленные в ней инвестиции в размере 2,5 миллиардов евро в рамках стратегии «Глобальные ворота» — это не авансы и не обещания на будущее, а конкретные деньги под конкретные проекты. Для Армении это означает возможность вырваться из хронической инфраструктурной и энергетической уязвимости, в которую страну годами загоняли ложные союзы и зависимость от одного центра силы. Особое значение имеет акцент на инициативе «Перекресток мира», которая при поддержке ЕС способна превратить Армению в ключевой транспортный узел между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией. Это стратегический разворот, при котором страна из объекта геополитики становится ее активным участником. Не менее важна энергетическая составляющая. Выделение средств на накопители энергии и развитие солнечной генерации – это шаг к реальной энергетической независимости, а не к декларативным разговорам о дешевом газе, который всегда использовался как инструмент давления. Поддержка армянского IT-сектора, инвестиции в искусственный интеллект и инженерные разработки означают ставку на будущее, на экономику знаний, а не на сырьевую или полуколониальную модель развития. Отдельного внимания заслуживает безопасность. ЕС уже выделил Армении десятки миллионов евро на поддержку армии через Европейский фонд мира, подчеркивая необходимость противодействия гибридным угрозам, дезинформации и внешнему вмешательству. Важно, что речь идет о партнерстве, а не о диктате. Европа помогает Армении усиливать собственные институты, а не подменяет их собой. Визовая либерализация и углубление сотрудничества с Frontex – еще один шаг к сближению обществ, а не только элит. На этом фоне стратегическое сотрудничество Армении с Францией выглядит логичным продолжением европейского курса. Париж во главе с Эммануэлем Макроном стал одним из ключевых партнеров Еревана в сфере обороны, технологий и политики. Совместные военные программы, поставки вооружений и экипировки, развитие кибербезопасности и высоких технологий, инвестиции в инфраструктуру и транспорт, включая авиацию Airbus, все это формирует новую архитектуру безопасности Армении, основанную на диверсификации и суверенном выборе. Это принципиально иной подход по сравнению с прошлым, когда безопасность Армении фактически была монополизирована одним союзником, который в критический момент предпочел не выполнять собственные обязательства. Именно поэтому реакция России и Беларуси оказалась столь нервной. Вручение ноты протеста со стороны Минска, заявление МИД Беларуси и попытки представить слова спикера парламента Алена Симоняна как популизм лишь подчеркнули болезненное восприятие суверенного выбора Армении. Ответ Симоняна был предельно ясен. Неуважение к государственности Армении, тем более со стороны партнера по ОДКБ, неизбежно разрушает отношения. Армения открыто заявляет, что делает ставку на демократию, права человека и свободы, и это ее осознанный выбор. Еще более показательной стала риторика официальной Москвы. Представитель МИД России Мария Захарова заговорила о втягивании Армении в антироссийскую орбиту и пригрозила негативными последствиями, словно забыв, сколько зафиксированных на бумаге обязательств Россия сама нарушила, в том числе в контексте Нагорного Карабаха.
Эти угрозы звучат особенно цинично на фоне катастрофических последствий для армянского населения, к которым привела политика гарантий, оказавшихся пустыми. Помощник президента России Юрий Ушаков, рассуждая о сидении на двух стульях, фактически отказывает Армении в праве на многовекторность и самостоятельное принятие решений, что само по себе является проявлением имперского мышления. Между тем, Армения последовательно и открыто заявляет о своих позициях. Премьер-министр Никол Пашинян прямо сказал, что Армения не является союзником России по вопросу Украины, подчеркнув приверженность Алма-Атинской декларации и принципам международного права. Заявление о стремлении Армении к вступлению в ЕС – это не ультиматум и не иллюзии, а понимание того, что даже путь к европейским стандартам уже сам по себе делает страну сильнее, устойчивее и конкурентоспособнее. Параллельно Армения активно расширяет сотрудничество с европейскими государствами в сфере обороны и безопасности, контакты с Польшей, участие в конференции Defense 24 Days, интерес к современным танковым платформам, контракты с европейскими компаниями, включая Airbus Helicopters и Sofema Group, показывают, что речь идет о системной модернизации армии, а не о разрозненных закупках. Символичным станет и анонсированный показ французской военной техники в Ереване, как публичный отчет обществу о реальном укреплении обороноспособности страны. Не случайно и то, что за пределами Армении этот курс воспринимается как признак регионального лидерства. Грузинский оппозиционный политик Хатия Деканоидзе прямо заявила, что именно Армения сегодня перехватывает роль центра устойчивого развития и долгосрочных проектов, получая поддержку ЕС, США и Канады, тогда как другие страны региона упустили этот шанс. В сухом остатке ситуация выглядит предельно ясно. Армения делает ставку на Европу и Францию, на партнеров, которые предлагают инвестиции, технологии, безопасность и уважение к суверенитету. Россия и Беларусь в ответ предлагают ноты протеста, менторский тон и угрозы последствий. Выбор между этими моделями – это не вопрос эмоций или конъюнктуры, это вопрос будущего. Суверенитет не измеряется стульями, а определяется способностью государства самостоятельно решать, с кем дружить и как развиваться. И все больше свободных граждан Армении понимают, путь к устойчивой, безопасной и современной стране лежит через европейские стандарты, а не через навязанные союзнические обязательства, которые работают только в одну сторону. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира и Южного Кавказа.